В этом видео хочу поделиться своим опытом, потому что за годы изучения иностранных языков я поняла одну очень важную вещь. Большинство методов постановки целей просто не работают в сфере изучения языков. Если погуглить, как правильно ставить цели, почти сразу вылезет метод SMART. Он популярный, им пользуются в бизнесе, в саморазвитии. Но вот в изучении языков, честно говоря, это полный провал. Я пока еще не встретила ни одного человека, который выучил язык благодаря этому методу. Вообще подобных систем много, и все они так или иначе похожи друг на друга. Они четкие, рациональные, логичные и холодные. А изучение языка — это не просто проект. Это сочетание логики и креатива, рационального и эмоционального. И на него влияет миллион факторов. Работа, стресс, погода, тревожность из-за событий в мире, выгорание, злой начальник, усталость, недосып. В такие моменты просто невозможно заставить себя достигать цели. Тем более, что прогресс в языках — это не прямая линия, а сплошные скачки, провалы и моменты, когда кажется, что я вообще ничего не знаю и вообще ничего не понимаю. Когда я пыталась ставить себе цели такими методами, мне быстро становилось скучно, неинтересно, а часто даже сам процесс меня как-то отталкивал. И в какой-то момент я начала спрашивать себя: так, в чем дело, в чем вообще проблема? Почему я не могу просто взять и учить язык? И тут я поняла, между моей начальной точкой и какой-то там умной целью есть еще одна, но самая важная цель. Это сделать изучение языка своей привычкой. То есть, чтобы оно стало таким же естественным, как, например, умыться утром или выпить кофе, полистать соцсети. Я нашла для себя идеальный способ. Каждое утро я просыпаюсь и ставлю себе только одну единственную цель. Сегодня я позанимаюсь языком хотя бы 20 минут. И все. Это моя единственная цель. Наш мозг не понимает завтра, в следующем году, к лету. Он понимает только сегодня. Для него всегда только сегодня. Поэтому я каждый день решаю одно и то же, что сегодня я сделаю хотя бы этих 20 минут. Но это не все. Дальше я смотрю на свой график. Если у меня день загруженный, я, скорее всего, ставлю этих 20 минут на начало дня, потому что, когда день загруженный, много уроков, встреч, надо поехать еще куда-то. То есть к концу дня у меня будет очень мало энергии. И большой шанс провала, большой шанс, что я не позанимаюсь. Поэтому этих 20 минут — начало дня. Иногда я могу разделить 2 раза по 10. Утром 10, вечером 10. А потом я слушаю себя. Какое у меня сегодня настроение? Если мне хочется чего-то более логического и рационального, я беру грамматику и делаю упражнения. Если наоборот, я эмоционально истощенная, уставшая, я тогда послушаю музыку и буду читать текст песни, посмотрю фильм, если у меня больше времени, или посмотрю, например, какой-нибудь из роликов Easy German. Это прекрасный канал в YouTube, если вы изучаете любой иностранный язык, вы можете найти Easy что-то, Easy Spanish, English, German. Это очень классный метод, потому что это короткие ролики с неадаптированным языком. Там разговаривают с реальными людьми на улице на абсолютно разные темы. И эти ролики короткие, иногда там 5, 7, 10 минут, 15, и прекрасно подходят для таких целей. И в конце, если есть время и вдохновение, эти 20 минут могут превратиться в час, иногда даже больше. Например, что у меня вышло на этой неделе? Один день я делала грамматические упражнения. 2 дня я смотрела ролики Easy German утром просто с кофе. Один день я посмотрела фильм про девочку, которая выросла в джунглях. И вчера прошла несколько уроков по методу Асимил. Я про этот метод все еще не говорила, но в следующих роликах точно поделюсь. Это очень классный метод, который сочетает грамматику, чтение и лексику. Такие короткие уроки, которые не занимают много времени, а в них очень много пользы. Это все по-немецкому. Его я сейчас активно учу. Кстати, если вам интересно, как я изучаю немецкий, напишите в комментах, я могу сделать отдельное видео. И вот сегодня суббота. За всю эту неделю я уже много чего сделала по немецкому, но у меня все еще есть желание и интерес узнавать дальше и еще больше. И это все потому, что я не заставляю себя делать то, что мне не хочется. При выборе подхода к языку я учитываю свое настроение, свой уровень энергии, свой график. И исходя из этих данных,
Я пытаюсь выстроить систему, которая мне поможет превратить этот немецкий в привычку. А уже потом, когда изучение языка стало привычкой, можно ставить более конкретные цели. Разобрать некоторые сложные грамматические темы, общаться свободно с носителями, понимать фильмы без переводов или пройти какие-то конкретные курсы. Но это только после того, как язык стал частью повседневной жизни. Для меня это как со спортом. Если делать регулярно и чуть-чуть, то результат точно будет.